Приветствую тебя на канале Твой Конфиг. Речь сегодня пойдет в этом видео о планшете BQ Armor Pro LTE+. Для чего нужны планшеты, я думаю, объяснять вам не надо. Поэтому погнали смотреть. Итак, планшет поставляется вот в такой коробочке. В комплекте у него есть зарядное устройство, проводок, естественно. Выглядит он вот таким образом. Это, наверное, Кубку России по футболу делали такой дизайн, мячик. По внешке у него что? Пластик, причем он такой тактильный. С задней стороны у нас расположена камера. С этого торца у нас зарядка micro-USB, микрофон, а также мини-джек 3.5. С этого торца у нас находится обычный USB, то есть можно вставлять флешку, он поддерживает OTG. Здесь клавиша питания, есть отверстие, чтобы можно было булавочкой тыкнуть и сделать ресет. Ну, мало ли зависнет там программное обеспечение, глюканет, либо еще чего. Ну, качелька громкости, клавиша включения. С этой грани у нас пустая, здесь нет абсолютно ничего, здесь тоже ничего. По внешнему виду такое достаточно неоднозначное решение, на мой взгляд. То есть вроде как он и прикольный, и в то же время какой-то броско-жлобовской, я бы так сказал. Но это опять же мое субъективное мнение. Технические характеристики данного планшета. Что мы здесь имеем? Процессор у нас стоит здесь 4-ядерный, работающий на тактовой частоте 1,4 ГГц. Это у нас LTE процессор, то есть в этот планшет можно вставить сим-карту и пользоваться мобильным интернетом. Экран у нас 10 дюймов, разрешение 1280 на 800, то есть это HD. Две сим-карты можно поставить, есть GPS. 2 гигабайта оперативной памяти, встроенной 16. Но если мне не изменяет память, то сюда можно еще поставить карту памяти. Android 9.0 версии. Это на самом деле неплохо, это хорошо. 9 Android до сих пор актуален. По этой причине планшет с 2 гигабайтами оперативной памяти работает достаточно быстро. Здесь две камеры. Одна камера у нас основная, это на 2 мегапикселя, и себяшкинская на 0,3 мегапикселя. Аккумуляторная батарея 8000 мАч, что в принципе говорит нам о том, что у него достаточно... Аккумуляторная батарея у него на 8000 мАч, что нам, в принципе, гарантирует достаточно долгую работу от одного заряда. Ну и, соответственно, 4G интернет LTE. Что касается моего мнения по поводу железа. Железо не особо-то актуально, то есть в какие-то там требовательные игрушки вы уже особо и не поиграетесь. То есть всякие там танки, Genshin Impact, PUBG. Про это, в принципе, можно здесь забыть. Но всякого рода какие-то стратежки, там что-то типа Тетриса, рисовалки, такие интерактивные игры, в принципе, очень даже годно. Этот планшет можно покупать тем людям, которые не требовательны к программному обеспечению, и по сути он больше заточен на работу в интернете и просмотр какого-то медиаконтента. Какую-то музыку послушать, хотя опять же у него стерео. Ну, по большому счету, где-то в ютубчике посмотреть видосы, онлайн-кинотеатры, с этими целями он будет справляться замечательно. Опять же, его можно покупать детям, чтобы дети играли в какие-то развивающиеся игры. То есть, в принципе, по характеристикам он слабоват, конечно, но в целом нетребовательному человеку или ребенку вполне будет достаточно. Переходим к тестам. Итак, версия Antutu у нас 9.1.3. Тест я уже прошел 2 раза, чтобы подтвердить значение результат. Здесь у нас показывает, набирает по баллам 74 443 балла. Признаться, ожидал, что будет на порядок хуже. Переходим к тротлинг тесту. Ну вы видите, да, что собственно у него резкие провалы, хотя по времени он проработал всего 2 минуты, до этого я его гонял почти 15 минут. И это происходит, по сути, через каждых там 40 секунд. То есть у него явно мы видим проблемы с программным обеспечением. Вполне возможно, что компания BQ это все дело пофиксит. Причем особых по ядрам просадок здесь нет, но
почему-то диаграмма показывает резкие падения ниже 60%, что как бы не есть хорошо. Хотя опять повторюсь, если брать его работу, то достаточно все быстро работает и никаких проблем я здесь не увидел. То есть все приложения запускаются достаточно быстро, все норм, сайты по Wi-Fi подгружаются тоже быстро. Невзирая на его технические характеристики, планшет работает достаточно быстро. Это, вероятнее всего, благодаря тому, что у него стоит 9-й Android. Сюда не впихнули всякие Android 10 Go, или как-то так он называется, якобы облегченная версия, которая очень сильно грузит такого рода железа. Итак, переходим к тесту фото. Тест видео. Настроек здесь никаких нет, вероятнее всего пишет 640 на 480, либо 800 на 600. Тест себяшкинской камеры. Настроек нет. Итак, ребят, подведя итог по этому планшету, что я могу сказать? Во-первых, огромное спасибо магазину ТВ Stock, где вы можете купить новые вещи, уцененные. Собственно, они нам и предоставили на обзор этот планшет. Кому его можно порекомендовать и вообще стоит ли его покупать или не стоит? Смотрите, первое, что мне в нем понравилось, то что он при своих габаритах 10 дюймов относительно легкий. Он не тяжелый, то есть его сможет двумя руками замечательно держать ребенок. Людям, которым нужен серфинг в интернете, просмотр видеоконтента, иногда прослушивание музыки, поиграть в какие-то логические либо обучающие игры, то есть как дети, так и пенсионеры или нетребовательные люди, этот планшет могут смело брать, потому что работает он достаточно быстро, но сразу же купайте сразу флешку на 64 гигабайта, а лучше, конечно, на 128, дабы вы могли там закинуть сюда ребенку много мультиков, поехать куда-то на отдых, да, дитё едет у вас в машине, что-то смотрит. Автономность этого планшета хорошая, углы обзора у экрана тоже достаточно неплохие. По яркости, да его ночью как фонарик можно использовать, то есть подсветка настолько мощно яркая, что в принципе очень даже годно. По поводу дизайна, это чисто вкусовщина. Если кому-то нравится вот такая околофутбольная тема, либо футбольная, то однозначно он вам зайдет. Но снимают они согласно цены и стоимости этого планшета. Тут чего-либо ожидать, нет. В принципе, для звонков по скайпу, либо по видео связи в том же WhatsApp, там, Телеграме или еще куда-то, то в принципе очень даже годно. Если же вы, конечно, с него будете звонить человеку там на стационарный компьютер, да, там, или ПК, или не говоря уж о там, больших смарт-ТВ, да, где человек тоже может принимать видеозвонки, но там качество картинки будет, откровенно говоря, херня. То есть, в принципе, его можно рекомендовать пенсионерам. Если вы хотите какую-то большую функциональность и быстродействие, то эта вещь не для вас. Но, опять же, мы не забываем о том, что он стоит от 5. Мы не забываем про его стоимость. Стоимость тут перекрывает очень много его каких-то нюансов и недоработок. Хотя по поводу недоработок я здесь особо ничего такого критичного не нашел. То есть во время моего тестирования он особо и не глючил, да он вообще не глючил, работало все нормально, и с какими-то либо проблемами при тестировании я не столкнулся. Поэтому понравилось видео, как обычно, ставьте лайки, не понравилось, ставьте дизлайки, пишите комментарии, если у вас такой же планшет есть, и вообще пишите комментарии, что вы о нем думаете. И вообще в целом о планшетах, кто сейчас покупает, для каких целей и прочее. С удовольствием прочитаю ваше мнение, поделюсь, отвечу на него. В общем, желаю всем удачи, всем пока.